Друзья мои, всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о том, как правильно вступать в рейды или как сделать ваших ралли-лидеров немного сильнее за счет наполнения. Во-первых, напоминаем, что нужно специально сохранить марш, чтобы не паниковать и не ошибаться. Сделать это можно двумя способами. Через тренировочные лагеря по кнопке «Марш» или же начать отправлять атаку или палатку и нажать на шестеренку. Нас интересует раздел «Участник». В марше у нас есть герои, титаны, авиация и танки. Каждый из пунктов мы разберем отдельно. Авиация. Для вступления в рейды стоит использовать только первый или второй самолет, то есть штурмовик Жало или Призрак. Оба авиасредства должны быть со вторым или третьим талантом. В противном случае навык вашей авиации просто не сработает, так как первый навык работает в рейде или соло. Для атаки других игроков или таких событий, как арена, вам нужен вертолет, поэтому назначьте нужный талант вашим самолетам и больше никогда его не трогайте. Конечно, возникает вопрос, какой самолет использовать. Призрак становится лучше штурмовика уже на 4-й звезде. Например, второй навык у Призрака на уровне 4 звезды дает усиление атаки 290 единиц. Штурмовик Жало на максимальном уровне дает всего лишь 260. Поэтому, если у вас Призрак имеет 4 звезды, смело сохраняйте марш для вступления с ним. Жало можно использовать для наполнения второго рейда в некоторых событиях. Герои. Никогда не вступайте в рейды вашими лучшими героями, потому что они нужны для обороны вашего поселения. Конечно, каждый может сгореть от супер топов, но лучшие герои на стене повысят шансы выдержать удар. Для вступления выберите героев прошлых поколений, которые имеют 80 уровень. Это важно для лимита похода. Капитаном нужно назначить героя, у которого первый навык 9 уровня. В моем примере это Никола. Вы можете выбрать любого другого, который подходит под эти условия. Грозовое вооружение на героях. Важно, чтобы ваши герои были одеты в грозовое вооружение одного поколения, которое улучшено до 10 уровня. Навыки на снаряжении не важны. Вы можете надеть 2 предмета первого поколения на пехоту, на наездника 3-е поколение, а на охотника вообще последнюю S-серию грозового. Но это не важно. Главное, чтобы один герой был в шмотках одного поколения и имел бонус за комплект. Это все усиливает рейд. Повторюсь, навыки не важны. Можно надеть и невозвышенное вооружение. Танки. Важно не перебивать танки ваших рейдеров, но танки также дают усиление для всего рейда. Универсальный вариант танков для соло-атак и обороны — это МК-2 пехота и наездники и МК-1 охотники. Их нужно оставить дома, а в рейд отправить остальные. Но здесь довольно двоякая ситуация, так как нам нужны сильные танки в рейдах. Но если вы отправите лучшие, то можно сгореть. Каждый игрок вправе провести анализ своих танков. И если разрыв между МК-2 пехом, МК-2 наездником и МК-1 охотой не слишком велик со вторым вариантом, то можно отправить второй сет в рейд. Важно, чтобы ваши танки в рейде были ниже по боевой силе, чем танки рейдера. Например, если у вас full танк МК-2 охотник, то надо сбросить ему уровень и не полностью прокачать уровень чемоданами. Иначе он вылезет вперед и перебьет танк рейдера. Также будьте осторожны с мехами. Они тоже могут брать верх над танками рейдера, и это не всегда хорошо. После того, как мы выбрали героев, титанов, авиацию и танки, нужно поставить галочку «Режим соотношения», чтобы ничего не сбивалось, если у вас меняется лимит марша. Кстати, не все включают бафы на марш во время важных событий. Намного лучше, если в рейд вступит 7 человек, так как максимально в рейде участвуют 8 титанов, 8 авиасредств и так далее. А вот с бафом на марш можно легко заполнить даже очень вместительного рейдера и не получить всевозможные бонусы. Если ваши игроки не следуют рекомендациям, о которых вы их просите, то по опыту скажу, что помогут только категоричные меры.
Как только вы увидите неправильно вступившего игрока, то исключайте его из рейда или же вообще полностью отменяйте рейд. Да, в таком учебном режиме можно полностью проиграть какое-то событие, но зато в будущих сражениях у вас будут идеально наполненные рейды. На этом все, друзья мои. Надеюсь, этот ролик будет для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, Рутюбе и на нашу группу ВКонтакте, а также делитесь этим роликом с союзниками. Берегите себя и помните, увижу в рейде с вертолетом — сожгу. Всем пока!